SC Genius. Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре поговорим о полноразмерных наушниках от компании Harmonic 9 стоимостью $379. И эти наушники поставляются в очень большом металлическом кейсе для переноски, который мы рассмотрим немного позже. А здесь есть рисунок самих наушников, логотип бренда Harmonic 9 и название этой модели Zeus Elite. А здесь указаны технические характеристики наушников, и за звук здесь отвечает 50-миллиметровый динамический драйвер, а их чувствительность составляет 105 дБ, и они получили 32 Ом импеданс. Ну и отвечу сразу, на раскачку эти наушники не сильно тяжелые. А еще здесь написано, что входит в комплектацию, о которой мы сейчас с вами и поговорим. И, конечно, рассмотрим эти наушники. И вот так, друзья, выглядит этот реально чертовски крутой металлический кейс со стеклянной лицевой панелью. И на самом деле, как по мне, круто, что наушники приходят именно в нем, а не в обычной какой-то простенькой картонной коробке, так как это защищает их при транспортировке и добавляет большего вау-эффекта при распаковке. Ну и теперь давайте рассмотрим уже сами наушники. Вот так открываем. Они здесь так очень хорошо зафиксированы и защищены. И выглядят они действительно шикарно и весят 360 грамм. Не сильно тяжелые, как по мне. И они имеют открытый тип конструкции. И сразу скажу, что наружу они играют достаточно громко. Поэтому все, кто будут находиться рядом с вами, будут очень разборчиво и четко слышать вашу музыку. Ну а чашки этих наушников изготовлены из дерева зебрана. Это экзотическая порода древесины, которая имеет такой вот темный оттенок. Смотрится довольно строго, так и брутально. А лицевая панель у них получила реально очень интересный такой рисунок. И тут даже можно увидеть драйвер, который немного просвечивается. А амбушюры, которые используются здесь, точно такие же, как у наушников Harmonic Dynafina. Я рад, что их не стали менять на другие. Я пользовался, то есть, теми наушниками реально очень долго. С ними вообще полный порядок. В таком же идеальном состоянии сейчас находятся. И спустя время могу сказать реально, что по качеству они отличные. Очень мягкие и бархатистые. И изготовлены из замши. И меня радует, что уши в них не потеют. За счет того, что они имеют вот такую перфорированную кожу внутри. Поэтому не создается никакого эффекта вакуума и давления. Я спокойно сидел в этих наушниках по 3-4 часа. Ну и оголовье здесь точно такое же, как у наушников Афина. С такой вот очень мягкой вставкой внутри. И Zeus Elite имеет еще две вставки из дерева вот здесь. И тут еще также подписан левый и правый канал. Так что думаю, вы точно не ошибетесь. И в целом, как вы видите, вся конструкция наушников точно такая же, как у Афина. Поэтому с удобством и посадкой у наушников реально проблем вообще никаких нет. А регулируется оголовье вот так вот очень просто, с таким характерным щелчком. Здесь также указан серийный номер моей модели. Ну и разъем для подключения кабеля у наушников находится вот здесь, снизу, на чашке. Поэтому давайте не будем терять время и сразу подключим и рассмотрим два прекрасных комплектных кабеля, которые меня реально очень удивили. И они приходят вот в этой небольшой коробочке с надписью «Аксессуары» и вот так выглядят. Это достаточно увесистые, соответствующие этим дорогим наушникам, очень качественные четырехжильные медные посеребренные проводники. Один из них имеет балансный коннектор 4.4 с надписью Harmonic 9, а второй получил разъем XLR для подключения к стационарным мощным усилителям. Ну и стандартные коннекторы 3,5 мм с маркировкой левого и правого канала для подключения уже к самим наушникам. Вот так они достаточно легко подключаются. Хоп, до щелчка вот так. Все, кабель подключен. Поэтому, думаю, друзья, вы без проблем сможете пользоваться данными проводниками и менять их
вообще нет смысла. Ну реально, сами вот посмотрите. Он в целом практически не путается, не имеет микрофонного эффекта. Реально классный кабель. Я лично буду пользоваться наушниками именно с ним. Ну а теперь, друзья, давайте поговорим о звучании этих наушников Harmonic Dyn Zeus Elite. И использовал при их прослушивании я WhatsApp Topping G5, все как обычно. И вот так выглядит графика чиха этих наушников. Я сразу отвечу, что он достаточно точный на мой слух. При прослушивании этих наушников я сразу отметил очень точные и ровные низкие частоты с небольшим таким смещением акцента на мидбас. И дополняющие его ровные средние частоты с довольно плавным и акцентированным заходом на верхней середине, которая лично на мой слух дает небольшую яркость вокалу и делает постановку голоса более выдвинутой вперед. А вот высокие частоты мне понравились своей продолжительностью и хорошим таким разрешением, но за счет пика на 6 кГц они имеют небольшой металлический окрас у тарелок. И когда я первый раз подключил эти наушники, я сразу заметил, что они имеют такую аналитичную подачу, но со смещением в более яркую сторону. То есть средние и высокие частоты занимают здесь более такую доминирующую позицию, нежели бас. Но это в принципе видно и на графике. Да, из коробки, наверное, вариант такой настройки будет отлично подходить для работы со звуком, так как наушники не скрывают качество и различные проблемы записи и сведения. То есть вы отлично слышите в них различные проблемы треков. Но вот сама подача именно для прослушивания музыки, как по мне, не самая задорная. И ей вот немного не хватает энергии на низких частотах. И поэтому, недолго думая, сразу принялся подкорректировать частотную характеристику на мой слух. И, конечно, я поделюсь своими настройками эквалайзера для этих наушников с вами ближе к концу видео. И вот так уже выглядит графика чиха уже с примененной моей коррекцией. И вот в сравнении с оригиналом, думаю, сразу отчетливо видно, что я исправил. И, ребят, хочу сразу сказать, что не стоит бояться эквалайзера. Я уже не первый раз в обзоре на полноразмерные наушники поднимаю эту тему, так как в первую очередь не стоит забывать, что это наушники открытого типа. И это сразу означает, что в большинстве случаев у них не будет огромного количества массирующего ваши барабанные перепонки баса, к которому вы уже, возможно, привыкли во внутриканальных наушниках. Поэтому применить всего лишь небольшую коррекцию, которая заметно улучшит звучание ваших наушников, я считаю определенно оправданным ходом. И теперь давайте по порядку. Первое, что я добавил в эквалайзере, это низкие частоты. Буквально 5 дБ, полочка low shelf. Этого полностью хватило, чтобы получить этот недостающий из коробки прокачивающий бас с шикарной глубиной, весом и объемом. И бас реально наконец-то начал заполнять собой пространство. И инструменты даже начали звучать более весомо и плотно. Я могу сказать, что бас в этих наушниках имеет отличную атаку, скорость и достаточно прозрачную и очень подробную текстуру. И приятное продолжительное затухание. То есть он как-то не обрывается резко, а оставляет после себя хороший такой аккуратный шлейф. Ну а дальше я принялся совсем немного подкорректировать средний диапазон, который из коробки имеет больше усиления вокала, чем мне нужно, да и ударные барабаны на самом деле довольно хорошо так выдвинуты вперед, а я люблю, когда они звучат менее назойливо и чуть более нейтрально. И в итоге после коррекции мы получаем очень чистый и прозрачный средний диапазон, без сибилянтов и излишней яркости, которые отлично дополняются массивными низкими частотами. Подача этой области после коррекции становится более аккуратной и гладкой, но не уходит лишнюю сглаженную теплоту. Наоборот же, тон этой области становится более холодным и мониторным и правильным, а вокал хорошо заполняет собой пространство и находится на правильном уровне. И его образ ощущается примерно вот по центру, но при этом он не звучит монотонно, зажато или глухо, а наоборот же старается заполнить и охватить как можно больше пространства своей глубиной, которая в этих наушниках действительно хороша.
А вот инструменты здесь нисколько не теряются и не прячутся под вокалом, а просто отлично дополняют его своим весом и хорошей энергичностью. Особенно различные синтезаторы, которые имеют очень такой четкий и проработанный тембр. Ну а вот высокие частоты я совсем слегка подкорректировал. Я всего лишь убрал навязчивый для меня вот подъем на 6 и 8 кГц. И вот что мне понравилось сразу, это техничность, которая в этих наушниках находится на действительно отличном уровне. То есть по атакам здесь полный порядок. Тарелочки все звучат сдержанно, с хорошим разрешением и не затаившейся детальностью, и проработкой своих послезвучий от реверберации. И эта область не звучит ярко и утомительно, поэтому наушники можно слушать действительно очень долго. Да и стоит сказать, что послушал я на них все, что можно. Различные тяжелые жанры, металл, рок, акустическая музыка, оркестровая, а гитары, рифы, струны, брасы, все звучит реально очень круто и натурально. И буквально уносит вас на другой уровень после внутриканальных наушников. Даже не важно, сколько они у вас там стоили. И в последнее время именно поэтому я частенько достаю эти полноразмеры, так как мне нравится их удобство и неутомительное звучание. Но особенно стоит отметить звуковую сцену, которая в этих наушниках по праву отличная. Она буквально выходит за рамки наушников, и это сразу чувствуется. То есть создается очень такой крутой вау-эффект, что все инструменты, различные звуки играют вокруг вас, а не внутри вас. Да и прорисовка самих образов очень четкая и подробная, и инструменты не размываются в пространстве и не совсем не теряются. То есть определить, что, где и откуда играет, вы сможете без проблем. И для этого даже не нужно напрягаться. Ну и конечно, я также сравнил эти наушники с Harmonic Dynafina, так как я думаю, действительно многим из вас будет интересно, стоит ли переплата. И я могу сказать сразу, что да, так как из коробки Afina имеет более яркую подачу на высоких частотах с еще меньшим количеством баса и достаточно заваленную верхнюю середину. И поэтому корректировать АЧХ там придется заметно сильнее. Соответственно, и полос эквалайзера применять придется вам больше. Это немного повлияет на фазовые сдвиги. А в Zeus Elite, которые получили более высокое разрешение уже из коробки и более приятный тон с еще более лучшей и правильной техничностью, то тут, возможно, вам придется добавить всего лишь одну полочку 5 дБ на низких частотах. Если вы собираетесь слушать музыку и просто наслаждаться ею, а не работать со звуком, так как остальная коррекция была сделана по факту, ну вот на мой слух. Я просто прибрал те частоты, которые для меня были излишне усилены, а как будет в вашем случае, я не могу знать, так как все будет зависеть от вашего источника, качества материала и музыки, которую вы слушаете. Поэтому советовал бы вам, если у вас есть уже эти наушники, для начала просто добавить низкие частоты, а потом на слух определить, чего вам не хватает, или какой диапазон кажется вам излишне выдвинутым. Например, начните вот с верхней середины, но если вам окажется так, что ее в достатке и она вам не мешает, то вы можете здесь вообще ничего не убавлять. И может получиться, конечно, так, что вам наоборот будет много высоких частот, и вы их просто приберете на пару децибел, как это сделал я. Ну и как обещал, друзья, вот мои настройки эквалайзера для этих наушников. Можете поставить на паузу и перенести их в свой эквалайзер. Ну а вывод по данной модели наушников, друзья, у меня получился таков. Harmonic Dyne Zeus Elite получились отличными и очень удобными полноразмерными наушниками с более взрослым и правильным звучанием в сравнении с моими наушниками Harmonic Dynafina. Они отлично воспроизводят все жанры и получили действительно хорошую комплектацию с двумя отличными проводниками. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.